Всем привет! Сегодня мы с вами разговариваем о теневом бане. Да, это актуальная тема. Многие спрашивают, как понять, что меня забанили. Да, я вижу, что у меня падают охваты, падают просмотры, очень много отписок, да, и вообще мой пост не видит никто. Я захожу с других профилей, например, и я не вижу даже свою публикацию, хотя я всегда там себя смотрела. Например, мама моя смотрела, а сейчас мама моя не видит мои публикации. И да, официально Инстаграм говорит, что такой санкции нет, но на самом деле она есть. Я действительно видела, как это происходит. И самый главный признак, да, самый верный признак того, что вы, скорее всего, там оказаться я не желаю никому, если честно, да, потому что оттуда очень сложно выбираться. Так вот, самый первый признак того, что вы там, это то, что вы не можете себя найти, например, по индивидуальным хэштегам. Что это значит? Попробуйте выложить публикацию, выкладывайте свою публикацию и пишите свой очень индивидуальный хэштег. Например, вы пишете там свое имя и фамилию, потом там еще город, да, там, например, Анастасия Кагарманова, там Неаполь, и вы пишете прям полноценно хэштег, которого, скорее всего, еще ни у кого нет, да, и вы смотрите, чтобы больше публикаций по этому хэштегу не было, и проставляете его в своей публикации. Далее вы заходите просто в поиск Instagram и вбиваете туда свой уникальный хэштег. Таким образом вы проверите, да, если Instagram вообще выдает ваш пост, показывает ваш пост, то, скорее всего, дело не в теневом бане, а просто в вашем неинтересном контенте, ваших каких-то скучных сториз, да, и здесь нужно, конечно же, сделать упор, дать много контента и сделать большой упор именно на стратегию по контенту. Итак, разберем теперь, за что бывает такой бан, да, то есть за что вас могут туда закинуть, и очень-очень долго вы оттуда на самом деле не выберетесь, пока не свяжетесь там со службой поддержки. А служба поддержки в Instagram это дело гиблое, потому что отвечает она, с очень-очень-очень редкой регулярностью, да, то есть вы будете ждать ответа, примерно месяц. А месяц без Instagram, особенно если вы ведете Instagram с целью бизнеса, да, то это просто катастрофически долго. Первое, что не нужно делать, это резко убирать отписки, да, то есть если Инстаграм видит, что у вас резко очень много отписок или вы резко очень много удаляете людей, да, из подписчиков, то, соответственно, он может за такие вещи накладывать теневой бан. Еще, кстати, вот такая вставка, да, теневой бан – это не история, когда вы что-то сделали, например, да, и сразу же его получили, то есть это не про то, что вы накрутили ботов, поставили там масс-лайкинг, масс-фолловинг, да, и вас сразу забанили. Нет, это совокупность ваших действий. То есть, например, если вы ведете много-много лет Инстаграм и действительно делали все, что нельзя делать, да, то есть пользовались различными сервисами сторонними, не знаю, накручивали ботов, да, то вероятность того, что вы попадете в этот теневой бан, очень-очень высока. Это, знаете, есть такая пословица про лошадь, да, то есть когда она запнулась один раз, муж посчитал, да, это был первый раз, запнулась второй раз, посчитал второй раз, и вот когда она запнулась третий раз, он просто пристрелил эту лошадь. Вот Инстаграм сделает то же самое. То есть если вы постоянно будете делать запрещенные действия со своим профилем, то, соответственно, вам просто не избежать этой санкции, и вам никто, естественно, не сообщит, что вы попали в теневой бан. Инстаграм вам не напишет никакого имейла, да, и даже не поможет выбраться оттуда, то есть это уже только новый аккаунт, новый профиль. Поэтому очень важно, да, первое, мы не делаем много отписок самостоятельно, и мы не ходим в giveaway, например, да, потому что это сам
самый частый случай, когда после такого конкурса, после такого розыгрыша от вас отписывается огромное количество людей, да, и то есть, соответственно, Инстаграм понимает, что здесь был неорганический прирост, и, соответственно, сейчас это все как бы резко падает, да, то есть там режутся охваты, вообще автоматически, максимально быстро, да, ну и, соответственно, это все видят алгоритмы. Масс-фолловинг или масс-лайкинг. Еще раньше были, знаете, я не знаю, может быть, они и сейчас есть, но, надеюсь, вы с этим не сталкивались. Раньше были такие сервисы, которые запрашивают полностью данные Инстаграма, вы их ему даете, и вот через этот сервис он вам нагоняет там каких-то ботов, нагоняет лайки, нагоняет комментарии, и это тоже, это Инстаграм уже давным-давно научился распознавать, да, то есть алгоритм это сразу видит, что это сделано было через сторонний сервис. Я вообще рекомендую не давать никаким сторонним сервисам, кроме официальных, да, кроме официальных, подтвержденных Инстаграмом, никому не давать все свои данные, да, то есть логин и пароль, когда, допустим, у вас запрашивает сервис авторизацию через Инстаграм. Вот это плохо. Это сразу вы показываете алгоритмам, что вы дали какую-то функцию, да, то есть вы дали какую-то функцию другому сервису использовать ваш Инстаграм. Поэтому в данном случае обязательно следите за этим, отключите все и вся в своем Инстаграме. Как это сделать, я напишу в описании под видео. И следующий пункт – это рассылки. Очень многие любят, очень многие, особенно бизнес-странички, и мои клиенты в том числе, очень часто меня это просят. Давайте сделаем рассылки по директу. И, например, это начинается один и тот же текст для людей, например, есть две категории. Люди, которые на вас подписаны, и есть люди, которые на вас не подписаны. И когда вы делаете такие рассылки массово, пусть даже вручную, пусть даже не используя никакие сервисы, вы по-честному сели, потратили, не знаю, там 4-5 часов, ищете по аккаунту конкурентов, да, свою целевую аудиторию и делаете им рассылки. То есть вы сидите прямо и вот так вот дрочите. Да, то есть, если вы этим занимаетесь, то здесь очень четко нужно понимать лимиты. И если вы сделали, например, там, 100, да, таких сообщений, это еще терпимо. Но если вы сделали таких рассылок 500 штук по людям, которые на вас не подписаны, вас точно забанят. А если вы это делаете на протяжении недели или там месяца, то вам не выбраться просто из этого бана. Поэтому есть второй вариант, да, есть, во-первых, разрешенная рассылка Instagram, которая встроенная туда, которая официальная и которой вы можете беспрепятственно пользоваться. И есть вариант, когда эти люди подписаны на вас. То есть, если человек находится в ваших подписчиках, то, в принципе, вы можете делать ему рассылку, и здесь у Инстаграма не будет каких-то серьезных претензий, потому что вы подписчик, потому что он подписчик, да, потому что ваш подписчик, и если вы, например, еще раньше общались в Директе, да, и он сам первый, например, вам написал, то это, конечно же, еще больше стимулирует, и больше, как бы, Инстаграм к этому более лоялен, да. Если вы, например, выкладываете пост, то сейчас официально функция есть, да, рассылки. Вы нажимаете в своем профиле под своим постом на самолетик, и вы можете разослать, по-моему, там 50 человек. Инстаграм дает вам бесплатно сделать индивидуальное сообщение с вашей новой публикацией. Я рекомендую всегда это делать, потому что это здесь же, тут же, да, в этот же момент вам даст хорошие реакции на пост. То есть, когда человеку лично приходит в директ уведомление, там, ваш пост, да, уведомление о том, что вышел ваш пост, 90%, там, 80% все-таки реагируют на вашу публикацию, либо пишут комментарий, либо ставят лайк, там, да, либо спрашивают что-то вас о чем-то в директ. Это тоже уже хорошо, поверьте. Следующий пункт, который тоже может привести к бану, это неправильная работа с хэштегами.
Как работать с хэштегами, я расскажу вам в следующем видео. Но если вы будете, как правильно, да, работать, что значит низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные хэштеги, это важно учитывать, это безумно важно учитывать при работе. Да? Что значит подобрать хэштеги, например, к определенному посту так, чтобы они были релевантны в вашей публикации. Это очень важно. И самая часто распространенная ошибка, когда вы написали, например, там, посидели очень долго, целый вечер придумывали 30 хэштегов, да, разрешено у нас в Инстаграме 30 хэштегов. Вы придумали 30 хэштегов, которые подходят к вашей тематике блога, которые подходят там на основные темы вашего блога, и постоянно в каждый пост их ставите, да, то есть вот это Инстаграм тоже видит, он это тоже не любит, особенно когда есть еще хэштеги полностью запрещенные, то есть те, которые вообще ставить нельзя, и, соответственно, за них просто, ну, за них блокируют публикацию, да, за них не банят целый аккаунт, за них просто блокируют публикацию. В вашем случае нельзя повторять постоянно один и тот же набор. Более того, если он еще очень большой, да, если вы вот реально прям 30 штук написали себе и только ими пользуетесь, то есть это крайне не рекомендуется делать. Я бы даже посоветовала, да, кто не скрывает свои хэштеги, кто ставит их либо в постах, либо в комментариях, я бы посоветовала вам попробовать вообще полностью почистить свой профиль от хэштегов. И вы увидите мгновенный рост охвата, да, как и от подписчиков, как и от подписок, так и от хэштегов. То есть если, например, я беру новый профиль на полноценное ведение, первое, что я делаю, я чищу этот аккаунт, потому что там была история, потому что это все видят алгоритмы, и даже какой бы я контент ни стала делать, как бы я там просто не распиналась и не делала рекламу, настраивала таргет и так далее, если аккаунт засран, чистить его нужно в самую первую очередь, да, то есть сначала мы все почищаем, все оформляем, все приукрашиваем, и только потом начинаем активное продвижение, активное ведение, активную контент-стратегию. И только потом, да, уже продажи, соответственно. Это важные шаги. Если вы этого не понимаете, то welcome на мой курс. Следующая ошибка – это чаты активности. Что такое чаты активности? Это когда вы заходите в чат, скидываете туда ссылку на новую публикацию, и вот 150 ботов идут на ваш аккаунт, да, на вашу публикацию, и вам пишет какой-нибудь комментарий, состоящий из 4 слов, да, ставят лайки и так далее. То есть это тоже все видно. Очень, кстати, агрессивно Инстаграм относится вот именно к этому типу активности, да. Есть допустимые варианты такого, я делала это лично сама, и это была отличная практика, да, то есть когда люди переходят по этой ссылке, но, во-первых, людей должно быть очень ограниченное количество, во-вторых, у вас должна быть одинаковая целевая аудитория, это очень важно, и в-третьих, лучше всего делать такую историю, когда вы хотите взаимную активность, да, сделать, лучше всего сделать по заранее определенному хэштегу. То есть вы проставляете какой-то хэштег на публикациях, все участники вашего чата тоже его проставляют, этот хэштег, и, соответственно, вы по этому хэштегу видите, кого вам нужно там, кому вам нужно поставить лайки, кому вам нужно написать комментарии и так далее. Почему так, да? Потому что когда у вас, например, чат в Telegram или в WhatsApp, и люди туда скидывают ссылки, и вы их лайкаете, и они вас лайкают, Инстаграм прекрасно видит, что это сторонний переход, что этот переход был сделан из мессенджера, из какого-то приложения, не дай бог, из стороннего сервиса, к которому есть доступ, да. Вот, поэтому очень важно учитывать все эти моменты конкретно для алгоритмов. Это не касается сейчас какого-то органического роста, да, то есть понятно, если вы только-только на самом старте, если вы только начинаете вести профиль, то вы ищете максимально простые, да, максимально возможные простые способы, как привлечь там первую 1000 подписчиков. Я тоже об этом записывала видео, сходите посмотрите. Но, тем не менее, вот этот способ, он может быть, да, он имеет место быть только тогда, когда вы умеете правильно этим пользоваться. Это важно.
Ну и последний способ, да, быстро попасть в теневой бан, это, конечно же, боты. Когда вы их накручиваете, покупаете, когда они приходят к вам со сторонних программ, и даже больше, когда вы участвуете в каких-то гивэвэях, где вроде бы как бы обещают обязательно живую, правильную, классную аудиторию, которая будет у вас что-то покупать, на самом деле нет. Когда вам говорят гарант, 5000 подписчиков, например, да, и вам спонсоры гарантируют, что придет 5000, на самом деле, да, 5000 будет, но только если у них не будет хватать органического охвата, короче, они докрутят вам до 5000 ботов, вот и все. То есть у вас, дай бог, из 5000 гаранта будет 3000 действительно живых подписчиков, и 2 вам докрутят. Но докручивают практически все. Поэтому обязательно перестаем пользоваться вот этими всеми способами, убираем всю вот эту вот наигранную, неправильную и неорганическую активность и ждем в течение месяца, чтобы вас достали из теневого бана. И, конечно же, активно продолжаем вести ваши профили. И тогда все получится. Всем пока!